Уезжаем с бухты Осача. Спасибо за приют, спасибо за дом, спасибо за все, что было здесь. Мы с полосатой проезжаем. Блин, волна здесь, да. Нет солнца, мыс красивый. Ребята, это браконьеры. Вот у них здесь стоят, смотрите. Вот он какой-то Красивый, че? У них тут любимое место. Сюда приезжают все туристы. И в том числе приехали, конечно же, мы. Мыс Кекурный. Да, дождина заревела, что-то еще. Блин, такого я не... Здоровый медведь. На медведя похож. Вот этот жирный, он на медведя похож. Вулкан Вилючинский, красавец. Мы его увидим с перевала через 2 дня. Но мы идем не в Вилючинскую бухту, а левее в Жировую. Ходим в бухту Жировая. Я с этого ракурса ни разу не смотрел. Был внутри бухты. Палатки там, да, есть туристы. Много палаток, костер горит. Добрым утром, страна, день 19 похода по Камчатке. Бухта Жировая. Вчера нас перебросили катером с бухты Осача сюда, в Жировую. 5 дней. Интереснейших 5 дней мы провели в бухте Осача. Должны были быть там 4 дня, но по причине погоды катер опоздал на сутки. Там сторожа Слава и Николай. Приютили вчера, налили чаю. Вот, мы немножко обсушились, переждали основную часть дождя. Вот, и поставили палатки вон там, на этом берегу, на левом берегу реки Жировая. Нас здесь высадили, так в общем получилось. Здесь меньше прибой был, накат. И нас высадили на эту сторону. Мы можем, в принципе, переправиться туда, но на правой стороне Жировой туристы, там 2 группы, шумят, галдят. В общем, как бы и перехотелось туда нам переселяться. Сегодня ходила у нас по лагерю, пыталась что-нибудь найти. Их там 2. 2, это лисенок. Валяются на чем-то. Или лисят. Облезлые. На. На рыбку. На рыбку. Положил. На. На рыбку. Иди бери. Сторожа Слава и Коля, не помню, вчера говорил, сторожат они, ну тут, короче, вход в реку. Поменял я военную тушенку, 1 банку вот на сахарок. Бартер, так сказать, продуктовый. Так что сейчас я буду пить чай сладкий. Наконец-то. А то мы последние 2 дня уже, знаете, по 1–1,5 ложки кладешь. А это что есть сахар, что нет. В общем, одна фигня. Шикарная погода продолжает быть. Но единственный ветер, конечно, реальный ветер дует
Но я уже вот так вот хожу босиком, как помыл посуду, вот хожу босиком. Чай остыл моментально и не заварился. Вот я палатку поставил в тамбур, плитку, и вот сейчас немножко пойдет как бы кипение выключить. То сварка вся всплыла и плавает чай белый. Шиповника накидал, он здесь зрелый. Сейчас посмотрим, как получится, но по идее витамины. Вот, посмотрим, потом может даже сгрызу одну шиповнину, попробую. Вот, мы сейчас, Надюшка, на тот берег попробуем там половить. Что-то с этого берега не ловится сегодня, может и будет позже ловиться на отливе. Но мы еще попробуем на тот берег перебраться, где мы рыбачили в 2020 году, где я рыбачил. Команды там собираются уже, все уходят. Вот. Мы пошли на рыбалку. Я подошел к домику, где я ночевал 5 суток. Ну, в прошлые года. Там многое на месте, сетка на полу, бочка. Покажу. Мне прям такое ностальжи, знаете, на душе. Итак, уважаемые зрители, моя Надюшка, моя рыбачка. Мы на старом месте, где я ловил горбушу в 2020 году, около островков. И вот мальчик достаточно приличных размеров. Покажи его во всей красе, Надюш. А? Килограмма 2 сейчас. Под 2, да. 2 есть или под 2? 2 Приличный мальчик, очень хороший. Надюшка молодец. Зай, ты рада? Конечно, моя первая рыба. Ну, первая рыба здесь и первый горбуша мальчик. И вообще первую рыбу из всех вас, кто поймал сегодня, еще никто не поймал. Вот так вот она любит нас гнобить. Ну ладно, кладем сеточку, возьмем там. Давай. Народ, моя любимая жена меня обловила и уже поймала вторую горбушу. Через 5 минут после первой. Да, больше первой горбуши, вторую. Нет, ты знаешь, она легче. Легче, да? Она плотнее была и мускулистее. Ну не, поверни ее боком. Ну не сильно. Ну к солнцу боком, чтобы было видно. Нет, ну на камеру. Плашмя. Ты знаешь, ты такой деловой, ты оживаешь. Ну ладно. Короче, второй самец. Это суп, это какая-нибудь жаренка, в общем. Здорово. Ну, наверное, наживка уловистая у Надюшки. У меня... Сейчас я помогу положить, держи его пока. Итак, третья рыба у нас на сегодня. Я поймал девчонку. Ну, это женщина уже, скорее всего. Смотрите, ну, наверное, будет с икрой, я не уверен, но посмотрим. У нас там есть икра, мы привезли с Осачинской бухты. В последний момент там Надюшка поймала тоже горбушу в океане. Взяли икру, и вот сейчас, видимо, здесь будет тоже. Интересный факт. Кстати, девочка приличного размера, посмотрите. Интересный факт, видите? Рана на боку. И прям свежая. Смотрите, кровавая рана. Вот видно царапина и содрана кожа здесь. Но она ушла. Коготь. Да, коготь в нее. Это недалеко и недавно. Может быть, километр максимум отсюда. Выйдем потому отсюда. что кровь сочится еще. Да. Мы отсюда уходим. Мы поймали за 15 минут 3 большие рыбины. В общей сложности, наверное, килограмм 5. Какой больше? Больше, да, Больше, по 2 конечно. с чем-то, 2,5. Да. Ну, мы взвесим, у нас есть весы, обязательно сейчас придем, взвесим. Пока хорошая погода и никого нет, кину еще один взгляд обзорный на пляж бухта Жировая, северную оконечность, жилую. Вот. Был вон там, в той рамочке, название вулкана Камчатки, видите, пустая, кто-то вышиб ее. Снялись лагеря. Ну, поднастроено здесь, конечно. Но в основном древесина. И это все сожгется или кому-то понадобится сидеть или стол. Вот. Ну, а так-то здесь уютно. Да тем более в такую погоду. Сейчас очень жарко одет. На мне термуха и флиска. Сейчас буду раздеваться, загорать. Чистим рыбу. Ставим икру, солим икру. В общем, сейчас столько дел у нас. Вот. Так, мы порыбачили 15-20 минут с Надюшкой, поймали 3 горбуши, ну, как вы видели, мы показывали все это, и теперь она жарится у нас. Сейчас будет очень вкусный обед, ну, ланч, потом будет у нас уха, Надюшка приготовит чуть попозже. Но сейчас мы решили перекусить такими стейками, свежайшими стейками, рыба плавала буквально час назад. Вот. Смотрите, как тут жарится, сейчас буду переворачивать. Пока с вами болтал, по ходу дела я
Немножко она пережарилась. Ну, сейчас посмотрим. Пережарить рыбу, не знаю, возможно ли. О, нет, выглядит шикарно. Точнее, о да, хотел сказать я. Вот такие стейки. Все в походных условиях, на газу. Вот стейки, газ подключен. Все под столом стоит, потому что сильный ветер. Вот здесь готовые, это вот мальчики, вот девочки пойдут. Все у нас уже смесь, мука, соль, перец. Ну, такой бардак, но, в общем-то, походные условия, как вы понимаете, все будет очень вкусно, несмотря на все вот это вот безобразие вокруг, я про ветер. Ребята, рыба свежепойманная, вот мы сейчас пробуем под рюмочку, она очень-очень вкусная. В Москве киту продают, это даже близко. Вот даже вообще. Это Почему она самец, такая мы сухая? сейчас едим самца, Которые считаются местные невкусные. которые местные дают собакам, они солят его, и вот эту вот соленую рыбу дают собакам, они сами не едят, самок еще, может, едят. Это безупречно вкусная, насыщенная соком рыба, прям вкус распространяется по ветру, хотя это невозможно, но он распространяется, так надо переворачивать. В общем, ребят, приятного аппетита! Солю очередную порцию икры дедовским методом, это икра горбуша, достаточно крупная, ну, естественно, свежая. Вот, сперва отделяю ложечкой чайной икринки от плаценты. Вот, складываю, в общем, в ковшик. Здесь тузлук размешиваю одновременно. Сильно соленая вода, которая будет потом заливаться там от 10 до 20 минут. В зависимости от плотности самого тузлука и от размера икры. Ну, я думаю, минут на 15 залью, пусть будет посолонее, потому что жарко очень, чтобы сохранилось, не испортилось. Вот такой процесс решил вам показать. Жарим стейки горбуши на гриле сегодня. Завтра рано выходим, в 7 часов надо вставать, в 9 часов сторожа поедут на базу меняться, и они нас переправят через реку Жировая на своей лодке. Вот, поэтому завтрашние стейки отменились, и теперь мы их жарим сегодня на завтра. Положим котелок с собой, и в домике рыбака остановимся через 3 часа пути примерно, и там перекусим этой рыбой. С добрым утром, страна! День 19-й путешествия по Камчатке. Мы собираемся в бухте Жировая. Нас Слава с Колей перевезут на лодке, у них там резинка. Вот они собираются тоже уезжать на мотоцикле. По-прежнему пляж противоположный пустой. Сегодня замечательный день будет. Тихо пока нет ветра. Прибоя нет практически вообще. Ночевали отлично, я спал сладко. Вот. Надюшка вылезала ночью, увидела корабль с огнями. Слава говорит, браконьеры заходили. Заходили, что-то потолкались здесь. Горбуша, говорит, зашла в реку, поэтому они за ней пришли. Вот. Почти сборы у нас закончены, время 9 часов всего лишь, и мы в 9 часов уже будем на той стороне. Мы отправляемся с бухты Жировая по дороге вверх по реке в сторону. Первый у нас будет привал на домике рыбака. Мы там будем делать перекус. Около 9 километров включил навигатор, померяю все обязательно. И затем там будет сложный брод, кстати. И затем мы двигаемся около 6 или 7 километров вверх до территории турбазы
верхние жировые, по-моему, источники, так называется. То есть сегодня весь путь наш составит около 16 километров. Планируем делать стоянку на источниках, либо официальных, либо неофициальных. Ну, в общем, на один из двух вариантов. Вперед! Я еще по прошлому разу приметил, здесь очень чистая, идеально чистая, очень вкусная вода. Я здесь все время набираю на дорожку. Следующая вода будет жировой на переправе через 7 километров, ну, через 6,5 километров. Рюкзак 30, наверное, один. Не знаю, что так выходит, но давали нам еды. Мы нагрузили, будем есть усиленно сегодня, завтра. Вот, но уже как-то привык, 30-ка, и уже за плечами, уже пофиг и идешь. Все, вперед, двигаемся дальше. Продолжаем путь по дороге. Лужи сильно меньше, чем тогда, когда я здесь был последний раз. Ну, не было дождей последние 2 дня, полтора дня. Да и, в общем-то, не знаю еще по какой причине. Ну, в общем, сухо. Погода шикарная. Вилючинский он там виден, смотрите. Красавец. Мы на него будем смотреть завтра с перевала. Я выберу хороший ракурс, чтобы прям целиком его пофоткать. Поют птицы. В общем, движемся потихоньку. Вот показываю классический вариант обхода. Смотрите, лужа, которая не утекает никуда. И через шламайник такая нора, куда нужно идти. Вот. Ну, она уж натоптана, поэтому, я думаю, без проблем здесь мы пройдем. Здесь прошли группы, несколько групп. Следы есть вон. Так. Но ничего сложного. По сравнению с движением по Осаче, по медвежьим тропам, по притокам, ручьям и лощинам, это, можно сказать, асфальт практически. Назовем так. Вывеска осталась здесь только. Представляете, везде на море там ее уже сорвали, а здесь она осталась. Без разрешения движение на транспортных средствах запрещено. Пешком якобы можно. Но у нас есть и пешее разрешение, поэтому мы можем идти совершенно спокойно. До реки Жировая осталось чуть-чуть, тут, наверное, не знаю, 500 метров. И там будем делать большой привал, думать, как форсировать, смотреть на реку, ну и вообще. Река Жировая. То самое место, где я форсировал ее вброд. Вон, смотри, горбуш сколько. Прямо под ногами. Сейчас по ней будем идти. Увидел, да. Много, подойди ближе. Вижу, да, вот серебряные бачка. Я в прошлый раз форсировал вот здесь, смотрите. Кто будет идти, просто сейчас подскажу. Мне сейчас человек подсказал правильный фарватер, где идти. Он перевез минуты 3 минуты, Ничего. Смотрите, я переходил прямо здесь, через яму. Вот так, по прямой шел. Было по пояс. Он мне подсказал, вот видите, ну первая такая вот как бы деревяшки. И вот дальняя коряга, говорит, идите до коряги. И оттуда налево, прям на косу. И там ямы нет, и ну как бы ниже паха, в общем, так зальет. А здесь, говорит, прям по пояс. Но если честно, я не помню, по пояс меня залял, не по пояс. Я просто разделся в прошлый раз и попер вот по прямой. Ну не знал как бы этих фарватеров и пошел так. Форма одежды без штанов. А здесь надо пожертвовать, чтобы перейти эту реку, нужно пожертвовать какой-то сухой обувью. Либо иметь тапочки специальные, какие-то резиновые, либо сапоги вот по пояс. То есть я сейчас намереваюсь намочиться, но вот, наверное, посюда это максимум. Дальняя коряга. Да. И от нее перпендикулярно на косу. Расположились мы уже на левом берегу. Достали жареную рыбу, как и предполагали, как планировали. И решили отобедать. Вот рыбка у нас в котелке, полный котелок. Но сейчас съедим то, что съедим, остальное даже не знаю. Она уже... потом опять сидим, ничего с ней не будет, она же на костре сделана. На костре сделана. Ну вот, в общем, кушаем потихоньку. Натурпродукт, она как запеченная. Да.
Гриль, ух, маринованная гриль. Сейчас буду. Я еще не пробовал. Вот ребята едят, а я вот снимаю. Вкуснее, чем жареная. А я честно. снимаю сюжет. И хорошо, что охладили ее в решетке. Видишь, ты вон там не выходил на Сейчас. этот островок Песчаный? Нет. Там все Народ, хочу похвалиться, показать. Вот смотрите, холодная гриль горбуша, мальчики, именно мальчики. Видите, вот эта спина. Давайте сблизи, чтобы... Это бульон, как бы жир и бульон. То есть она получилась в собственном соку. Сочнейшая рыба. Ну, поджарка, конечно, вся уже ушла, вот с этой стороны была. Но вы не представляете, насколько это вкусно. Вот прямо, вот даже ничего не надо к этому, даже ни хлеба, ни майонеза, хотя хочется. Давно этого не ели. Но вот рюмочку под это хочется точно. Смотрите, вот я прям сотрясаю такую-то. Вы не представляете, это вкуснейшая рыба. Одна из самых вкуснейших, которую когда-либо вообще пробовал. Дошли до вездехода. Не знаю, сколько прошли, даже не смотрел. Может, полторашку максимум. Вездеход цел. Радует, так сказать, одинокого группового прохожего. Я так и не читал, что там. Ну японский, чего, конечно. Скорость куда какие переключать. Слушай, сперли тут чуть мотор, по-моему. Да там все сперли, все разобрано. Вот такая табличка «Обход». Они нам говорили, на территорию теперь не пускают. Нужно обойти через реку, там мосток есть. И там, в общем, место для стоянки. А я иду обратно принимать Надюшкину снарягу, рюкзак. Обрадую, что осталось 400 метров. А может, я не знаю, как они оставили, насколько сильно. Ребята, мы хотели перейти реку тут. Ну, 30 ушел. Вот здесь прям. да он под веткой был маленький Мишка. Не все равно, маленький, не большой. Маленький был. Это 11-й медведь, я его видел, но не снял. Короче, что делаем? Что там в ту сторону? Тропинка идет. Пойдем по тропинке. Пойдем по тропинке, да. Пойдем. Ребята, мы пришли на стоянку, которая здесь раньше была платная, теперь бесплатная, которая на турбазе. На турбазе. Вот. Никого нет туристов и не предвидится, мы сегодня будем одни. Здесь есть гамак, есть стол, лавки. Мы будем чуть попозже ставиться. Есть очаг и даже дрова тут навалены, я просто показываю все. То есть вообще есть все. Там Коля с позапрошлого года, отличный мужик, который в прошлом году, вот он нам хлебушка дал. Вот я поставил камеру, чтобы вроде снимать нельзя. Но вот он нам, видите, хлеб дал, и вот там они там сидят, с Надюшкой болтают. Вот. Пригласил чай попить, рассказывать всякие там истории. Очень здесь приятно, и по нашей ситуация сейчас не так, что в 2020 году у меня, вот, там у меня 12 дней, и я как бы экономил время и хотел быть подальше от людей. Сейчас уже у нас конец похода, 3 недели мы в походе, сейчас расскажу. Да, завтра юбилей. Да, мы завтра уже 3 недели в походе, поэтому сегодня последний день, завтра очень сложный у нас подъем, ну как сложный, 9 километров. С подъемом около 700 метров на перевал Тунеева, 1А. И дальше бродить в Вилючу до поселка Родниковый. Вот так мы выдвигаемся. Не знаю, ну рано не выдвинемся, выспимся немножко, наверное. Ну посмотрим по обстановке. Вот, сейчас идем пить чай. Шикарная погода, река. Медведя видели. Он говорит, это Гришка пришел. Ну не знаю, Гришка не Гришка, на нем не написано. Поэтому Надюшка заорала, заверещала, побежала с такой скоростью. Я медведя не видел. Думаю, я еще ближе к нему, я ломанулся тоже сперва, потом смотрел, он небольшой, 3-летка. Вот, буквально отсюда 100 метров от этой вот всей богадельни, так это мое. Ищу кружки, сейчас мы пойдем пить чай, но потом еще включусь. Покажу, как мы поставимся. Уважаемые зрители, это та самая ванна, в которую так не залез в 2020 году, я пошел в соседние источники. Вот, но в этот раз нет никого, только мы, плюс работники базы, поэтому мы ловим кайф. Напились чаю, нас угостили бутербродами с икрой, с маслом. Ребята, молодцы, спасибо им. Вот, включили генератор, заряжается, у нас там, ну у меня там пару батареек заряжается для квадрокоптера. Вот. Кайфовая теплая вода, в общем, наслаждаемся. Последняя ночь
И в основном Красиво проплывает, это группа плакатов купальщиков. последняя ночь осталась, и завтра последний ходовой день. Hello. Hello. Вот, скажи привет в камеру. Я вам сказала, красиво проплывает, А. плакатов купальщиков. С добрым утром, страна! День 21 похода по Камчатке. 2022 год. Июль-август. И только что, когда я вот формулировал первую фразу, я понял, 3 недели. 3 недели мы были на тропе. Это много. У меня первый такой поход с такой длительностью. 3 недели. Никогда не ходил я настолько. Самый большой у меня был 12 дней, одиночка. Ну и, пожалуй, все. Остальные там меньше. 5, 4, 3, 2. Вот такие вот у меня по длительности были походы. А, нет, вру. 8 или 9 по Кольскому. 8 или 9 по Кольскому, остальные меньше. Ну вот так. Погода пока нормальная, но пасмурно, покажу. Единственный момент, мы сейчас пойдем наверх на перевал Тунеева, как я и рассказывал. Туман там на этом перевале, будем идти в тумане, в тучи, ничего не видно, нифига. Вот здесь нормально, а выше, смотрите, вот куда мы пойдем, вот это туда. Да, Надюшка сделала манную кашу. Кирилл почему-то уже ковыряет беспредельно нафиг икру, хотя нужно как-то дозировать ложками, он прям чипсины туда, ну как так можно? Каша у нас с маслом, манная, чай. Ну, в общем, вот так. Хлеба нам вчера подогнали. И тут все валяется. Это я собираю электрику, электронику и так далее. Ну, какие-то собранные уже вещи. И палатка там у меня сушится. В общем, все в стадии сбора. Думаю, через часа полтора выйдем. И, собственно, попадем во всю морось и во все дожди, о которых я говорил. Все, стартуем мы. Собрали вещи. Николай нас провожает. Надюшка уже в рюкзаке. Стали рюкзаки сильно легче. Мы что-то отдали, что-то съели. У Надюшки 15,5, у нас с Кирюхой по 26, что уже очень и очень хорошо. Покидаем мы это место, гостеприимное, уютное, удобное, с водой, с холодной, с горячей. Николай опять, рад его был видеть и встретить, и общаться. И он нас сейчас проводит до выхода на непосредственно тропу через Шаламай. Стартуем. Первый этап, самый нижний, прошли около речки Шаламайник, там был. Ну, это буквально 200 метров. Сейчас вот такой вот тропа идет через, ну, такие низкорослый лес.
корявый. Осенний, по-моему. Тут будет такими полосами. Чем выше будем подниматься, будет меняться растительность. По-моему, выше будет рябинник. Какие-то деревья пойдут высокие, потом рябинник. Но пока идем вот так, смотрите, джунгли. Понимали примерно угол наклона. Вот показываю горизонтально, вот так. Вон Надюшка с Кириллом поднимаются. Здесь хорошая площадка для отдыха. И видите, камера немножко уже закапывает. Я ее, наверное, сейчас буду упаковывать и доставать экшн-камеру. Дальше через Шаламай вот туда вот вверх. Здесь сейчас будем делать такой привал приличный, большой достаточно. Удобно здесь на этой березе. Помню, я ее на ней отдыхал. Не все отдыхают. Вот. Фу. Перехожу на экшен. Дождь, туман, туча. Видимость метров 100, ну, максимум. Не смотрел навигатор, где-то посередине подъема находимся. Ребята ушли вперед. Я пока надевал штаны, смотрите, видите. То, что промок насквозь. Дождь льет, трава мокрая. Как идти просто по воде тупо. Примерно то же самое. Вот. Более редкая растительность. Такой вот лес, такой мелколесье, да, называется. Вот трава и кустарник. А теперь Иди, я справа увидел. идем. Собираем малинку по дороге. Смотри, потихоньку. справа. Вот такая красненькая. Где? Смотри, какая, как на картинке. О, блин, красная. Это моя будет. Ну ладно. Продолжаем подъем на перевал Тунеева. Тяжелый перевал на самом деле. За счет растительности. Очень-очень осложняет движение растительности. Вот этот сланник. По нему шагаем. Тяжело. Ну и дождь еще, конечно, усугубляет. Все это проходимо, но для тех, кто слаб физически и духом, я бы сюда не рекомендовал идти. Вообще даже пытаться. Вот. Но тем не менее нам немного осталось. Уже, смотрю, угол сглаживается. Осталось чуть-чуть до вершины, я думаю. Мы дошли до привала под названием Камень. Ну, это я его так назвал еще 2 года назад. Ну, потому что здесь камень. Первый камень, по которому потом придется немножко идти вверх по камням. Осыпь такая каменная, как бы по лощине. Ну, в общем, метров 300 подъема, вот, может быть, по этой лощине каменной. Туман сильный, по-моему, даже сгустился. А может быть, просто мы поднялись до того места, где был густой туман уже с утра. Походу, именно так. Ребята, какие-то куропатки, 5 штук. Вот одна в кусты побежала. Такие коричневые. Я иду, чувствую попискивание. Поднимаю голову. Вот 4 убежали вперед. Знаете, похоже на карастелей. Только лапки короче. Такие, знаете, бегут параллельно со мной. Поднимаемся в туманном... А вон они бегут. Сейчас покажу. Не знаю, посмотрите, впереди. В тумане вот. На тропинке прямо. Они быстрее бегут. Вот, приглядитесь. Он двигается. Прыгают. Раз, два и одна впереди. В общем, 5 этих цыплят, каких-то курочек смешных. Ребят поднимаются позади. Погодка, ух. Почти на вершине перевала мы. Ребята там внизу. Насколько помню, вот это последний кустарник. Надо его пройти. Не знаю, метров 100 еще вверх максимум. И вроде метров 250 по расстоянию. И будет перевал. Вперед. Народ, есть перевал Тунеева на хребте Самарского. Взобрался в него 2-й раз. Тяжело было, особенно по причине дождя. Все мокрое, одежда мокрая, ботинки промокли, сочится из них вода. Перевал Тунеева. Здесь немножко поменьше ветра, хотя может так кажется, чем на той стороне. Вот ту сторону Вилючинский вулкан, его не видно, он красавец, но его не видно, к сожалению, сейчас. Я сейчас прям дам заставку своих кадров с этого места, который делал 2 года назад со своего фильма. И ссылку на этот фильм конкретно. Когда я сюда зашел,
забрался, вот на этот камень кинул рюкзак, смотрел карту, показывал пальцем, где мы находимся. Вот. Внизу ручей течет слева, вот так вот как бы течет туда и уходит в ту сторону. Там ручей впадает в реку Вилюча, которая течет слева направо, вот в той стороне океан. В ту сторону по реке Вилюча нам нужно будет подниматься до поселка Родниковый. Такой поселок есть. Там уже дорога такая автомобильная. Вот. Но тяжелый спуск, очень тяжелый сейчас будет, учитывая еще и сырость, потому что там очень крутой наклон. Придется как-то там соскальзывать. Метров 250 очень крутого такого, прям полная жесть получится, я чувствую. Вот. Пойду сейчас навстречу Надюшке, встречу, возьму рюкзак, она там умирает, не может подниматься. И придем сюда заново, в смысле второй раз, третий раз поднимусь на перевал и начнем спуск. Спуск пока что вот такой. Это еще не самое жесткое. Такая сыпуха, камни. Хорошо, дождь подзакончился, но все мокрое, поэтому скользит, пока камеру убираю. Спуск на самом деле почему-то оказался проще подъема, но в физическом плане. И по риску как-то не так сложно. Мне казалось, что я шел в 2020 году, здесь такой угол, наклон, ну, градусов больше 45 точно. Где-то здесь были перила натянуты, почему-то их нет. И я вижу внизу уже там трава пошла, то есть там уже будет выравниваться, так сказать, горизонт. Странное дело, в общем, не знаю. То ли после подъема нам все это на позитиве кажется уже проще. Не понимаю, в общем, в чем дело, но вроде бы как самая опасная часть спуска вроде бы нами пройдена. Не понимаю. Ну, хотя не факт. Ну да, вроде пройдено. Вон уже трава там. Сползаем, соскальзываем, цепляемся за ветки. Ну, такая, в общем, тема. Покажу, где мы спускаемся. Первый вот этот спуск был еще в цветочке. Здесь глина, которая скользит. Посмотрите вот на меня, я уже, ну, конечно, ногами. Вот видите, в глине весь. Проскользил 4 метра с рюкзаком. Хорошо тормознул. Кирилл тут уже скользил 3 раза. Это самое, бобслей у него был. Я падал просто, приваливался. Приваливался. Надька самая умная, она идет там. Я ни разу не упала и не подскользнулась. Да, а у меня был бобслей. Вот. Потому что я не иду по глине, я обхожу все по траве. Показываю вниз. Где-то здесь, я тогда перепутал. Вот прям то ли здесь период, то ли чуть ниже. Задница. Камни нормально еще. Как-то по траве нормально. А вот когда вот такая вот глина, без камушков, показываю, в дождь, это вообще надо очень-очень аккуратно. Не торопись, нафиг. За шламайник. Ты за шламайник держишься? Ты бы... Ай, блин. В общем, этой крутизны не знаю сколько, но там уже вот просвет, там должно выходить на ровную уже. Вот и канаты натянутые, но по левую сторону, потом дальше должны быть по правую. Снимать я не буду, как спускаюсь, потому что руки нужно держаться. Да, вот в этом месте. Такое вот ущельице, которое требует... Давайте покажу. 5 метров назад как будто канаты не требовались. А требовались, но на сухом нормально. Вон, видите, веревки провешаны. Потому что здесь можно шею свернуть. Вот, поэтому убираю камеру и вот до того дальнего куста спускаюсь, так сказать, без репортажей. Ну вот, Надюшка последняя, мы ее ждем, она там за 2 каната держится, провешенные канаты. Я вам скажу так, наклон больше 50, вон там. Я думаю, под 70 градусов, 60-70, вот так. Это очень круто для спуска, особенно по мокрой глине. Вот там что-то ковыряется, там один канат кончается, и остается один, там тяжелое место. Вот, вышли на Шаламай. Сейчас такой траверсок тут небольшой. И дальше там непонятно что, но уже, по-моему, такой крутизны не будет, насколько я помню. Уже будут такие, как бы плоские, достаточно горизонтальные более-менее места. Вот, дождь усилился. Но я уже не обращаю внимания на дождь, все равно все мокрые. Надюш, не торопись. Мы стоим, ждем. Продолжаю репортаж. Мы спустились с самого Косогора. Да, спуск был, я скажу честно. Я думаю, 1Б точно, учитывая все осложнения.
Моя категория 5. Осложняющие факторы. Не видно, в тумане видно такие только силуэты. Как будто бы мы оттуда и не шли. Да. Сразу Но мы оказались здесь, на той самой стояночке, на которой... потрясающий вид на вулкан. Да, Фантазии. вот где стоит Надюшка, выше нее за холмиком вулкан Вилючинский. Шикарный вид. Представьте себе, какой красивый. Да, я сейчас... Обратите внимание на его левый склон. А какая А именно левый и виден, правый не у виден. него потрясающая вершина. Подожди, хватит самое стебаться. Снежный. Ребята, я сейчас пущу заставку, прям как вот с этого места выглядит. Вот видите, камушки, я здесь был. Было солнышко, сухо, как бы небо голубое. И красивый Вилючинский вулкан. А солнышко как Я, да, солнышко как выглядит. Оно теплое. Мы мокрые насквозь, холодные, а еще идти. Итак, первая переправа через ручей, который впадает в Вилючу. Кирилл пошел первый по камушкам и провалился, поскользнулся по колено. Надюшка одела УЗК, надела. Шла в УЗК и нормально прошла. Я по камушкам проскакал, дошел до этого, вот, видите, сучок. И об него, значит, споткнулся и упал в траву. Потом надел рюкзак и опять об него же упал в траву. Ну, в общем, это нормально, мы продолжаем путь. Может быть, его сломаем сучок, а больше никто Не хочу я ломать сучок, потому что я не знаю. Таких идиотов, как я, наверное, только один. Кто об один сучок... Блин, один стучок падает 2 раза. Продолжаем путь. Дождь моросит. Да. Мы уже идем по левой стороне ручья. Я помню, там я заблудился на переправе через Вилючу. Переправился, там было 3 выхода. Видимо, те, кто были до меня, там блуданули. И я пошел по неверной дороге. Куда пошли потом заблудившиеся, я не знаю, но я уперся там в тупик. В итоге что? Я оказался на каком-то острове, на одном из островов, между рукавами реки. И более того, навигатор потерял у меня все спутники, и я потерялся вообще. Вот. 1 или 1,5 часа я тогда потратил на выход из... Так, сейчас я... Видите, какие у меня палки кривые? Обе палки, сперва одна меня спасла. Палки прослужили, ребята, 4 года. 2 Камчатки прожили, 5 Кавказов. Я вот такие же купил бы, если эти не удастся выровнять. Потом расскажу про палки. В общем, так, не хочу отставать. Медвежье дерьмо везде, а это самое. Одному тут не хочу. Хотя один был, что я тут очкую. В общем, без палок идти плохо. Давайте я убираю камеру пока. Как будет река Вилюча, будет включение. Показываю себя, ребята. И ситуацию в целом. Продолжается плохая погода. Типа муссона, как вот был на Осаче морского, океанского. Только это не муссон океанский, это что-то пришло с материка. Мы мокрые насквозь, и уже с Кириллом переходим вот очередной брод через приток Вилючи. Надюшка надевает УЗК, у нее ботинки пока еще сухие, поэтому есть что беречь. А мы перешли с Кирюхой так, короче. Вот, я показываю. Я даже уже не отжимаю ботинки. Ничего. Видите, вот так вот нажимаешь, и такой самовывод воды происходит. Вот. Как бы, не хочу тратить время на отжим, нет смысла. Вот. Надюша сейчас пойдет, может быть, ее сниму. Жесть, в общем, поход. Особенно вот эта часть. Я знал, что будет тяжело, не думал, что настолько. Тяжело поднимались, Надюшке тяжело подниматься. Спуск веселее прошел, но опаснее, камни скользкие, проскользила палку, я потом расскажу, спасла палка меня, сплавовская. Она погнулась, но затормозила мое скольжение по склону, я мог прокатиться как бобслеист, врезаться в стену, в каменную, потом расскажу подробнее. Показываю погоду, видите, порывы ветра. Все так очень-очень, скажем так, неуютно. Речку форсировали, походу нам придется еще раз ее форсировать. Вон Надюшка пошла. Ну там не глубоко. Вот так шел я. Ну я просто прошел, да и все. Там что-то выбирает, там ниже колена. В общем, не опасно, по сути. Здравствуйте.
Вот так я шел. Родители, зрители. Показываю Кириллу, но чтобы как со стороны, как и я выглядел. Веревка помогает здесь. Да? Хорошо она с узелками. Кстати, по-моему, та же самая веревка, которая была, но если не ошибаюсь. О, красота. Ой, блин, головой штукнулся. Проходись, да, дерево. Я буду, знаете, советовать, когда правда орет. Да, А сейчас что ты она веревку потянул сюда, что ли? Туда же надо скинуть, конечно. Надь, спасательный трос. Надь, удобно на веревке. Чего? Так он не сам начало начинается-то. Я вижу, вас Ну а там можно про... Лежит. Он ниже начинается, вон лежит. Смотри, палки вешаны на темляки. Бери трос. Вы не поверите, вышли мы на это же место, где я заблудился. Точно, это река. Даже пересмотрю свой собственный ролик. Вот прям вот этот рукав, и я не знал, куда деваться здесь. У меня потерял спутники на этот телефон, я уже говорил, наверное, повторяюсь, извините. А я подторкался, туда нет следов. Я где-то нашел какую-то тропу звериную и пошел в лес вот сюда, вот вправо. Ох, там я намаялся, время потерял. Сейчас спутники есть, и тропа обозначена. Не знаю, как Осмонд работает, как тропы тут меняются, но теперь тропа была другая, явно другая вдоль реки. Ну ладно, короче, нам пока вот по руслу, по воде вверх осталось меньше полторашки до этих самых ключевых Вилючинские источники, или как они там называются, потом посмотрю. Надо торопиться, время половины седьмого, в общем, пасмурно, не очень приятно, точнее говоря, очень неприятно. Мы дошли до стояночных мест на жировых источниках, верхних жировых, или как это называется. Да, здесь горячая вода, здесь был. Вот. Но мы сейчас выйдем до поселка, здесь мы стоять не будем, здесь негде, в лужу становиться. Нет смысла. Попробуем либо попроситься в сухое место переночевать, либо нас добросить до города. Два варианта есть. Да, это жировые эти источники. Здесь должна быть горячая вода. Если я ничего не путаю. Ну, нифига, она что-то не горячая. В общем, выходим отсюда по тропе до жилья. Ну, здесь до него 200 метров. Ужасная дорога сегодня. Самое сложное. Кирилл, там где тропы не видно, где должна быть тропа? Ну, отсюда выход. Кирилл, посмотри, там нет тропы, а поэтому смотрю с той стороны. Ужасно сегодня шли и очень тяжело. По ручьям теряли тропу. С горы спускались ужасно. Ужасно с горы спускались. Здесь тропа, Кирилл. У вас хорошая? Понятно. Пойдем по этой. Понятия не имею. Ужасная сегодня дорога, я рассказал, да, что? Где-то должно быть тут поселок этот. Блин, не тропа это нифига. Это не тропа, ваша тропа. У вас тропа. Нет, не предлагал вообще плавать ни в чем. Видите, дождь пошел, время 9 час. В общем, ситуация пока ахтунг, немецкая. Сейчас посмотрим, может что-то придумаем. Пройдя Вилючинские источники, мы вышли к обозначенному на карте мосту через реку Вилюча. Моста не оказалось. 15-метровый бурлящий поток переходили по пояс в ледяной воде. И уже в полной темноте, промокшие насквозь, промерзшие до костей, мы вышли к поселку Родниковый. Надежда была одна, что нас пустят хотя бы под какой-нибудь навес или сарайчик, где не лед сверху и будет возможность переодеться в сухое. На нашу удачу люди еще не спали, и мы встретили Любу Шевцову, дочь легендарного альпиниста Владимира Ивановича Шевцова, самого молодого в свое время обладателя жетона «Снежного барса», покорителя всех 5 советских семитысячников. Основателя спортивно-экологического клуба «Алны», на котором, собственно, мы оказались. Несмотря на то, что на базу никого чужих не пускают, тем более проходящих мимо туристов, Люба над нами сжалилась и пустила переночевать в теплый домик.
Это было нашим спасением, поскольку ресурсы наших организмов были уже полностью истощены, и возможная ночевка в мокрых палатках могла фатально сказаться на нашем здоровье. Люба, еще раз и от всех нас огромное тебе человеческое спасибо. Дорога здесь, конечно, очень круто берет вверх. Вот смотрите, поворот и резко вверх. Сильный угол такой, наклона-уклона. Включил навигатор, а потом посмотрим, сколько мы поднимемся. Мост через ручей спокойный по дороге на трассу. Не было моста, и я помню, перепрыгивал там по камушкам. По камушкам перепрыгивал. Но мост это приятно. Не замочим ноги, без проблем пройдем. В общем, еще километра 3,5, я думаю. Вот сейчас вниз, через реку, наверх. Итак, дошли мы до трассы Мутновка, Петропавловск-Камчатский. Та самая трасса, по которой нас забрасывали сюда. Ждем машину, пытаемся голосовать, машин крайне мало. Может быть, поймаем вахтовку, одну из тех, которая будет вести туристов обратно в город, или каких-то рабочих с геотермальной электростанции. Погода опять портится, нагнало тучи. Может быть, пойдет дождь, но нам как бы уже все равно. Можем одеться, ждать машину. Пройдено нами за 22 дня под 150 километров, наверное, так, может быть 140, включая сплав, включая жесткие переходы через... Вот, кстати, вчерашний день был самый жесткий, самый трудный. Не помню, сколько, 13 километров прошли или 15. В такую ужасную погоду шли, скользкий был спуск с перевала. То есть все это было опасно. И, конечно, сил потратили много. Хорошо нас пустили в дом. И спасибо еще раз, Люба, спасибо тебе огромное за приют. Без тебя не знаю, что бы мы делали. Машины проезжают, все на нас пялятся, как будто то ли пугало стоит, то ли цирк приехал. Не знаю, часто ли здесь стоят, ловят, голосуют машины. Ладно, в целом я счастлив, что прошел этот маршрут. Не знаю, буду ли я еще на Камчатке когда-нибудь. Но если и буду, может быть, в 2024 году, а может быть, уже и не буду. Не знаю, буду думать над этим. Поход закончен, а мне уже как-то тянет в какой-нибудь другой поход. Но на этом мы с вами прощаемся. Поход по Камчатке 2022 закончен. Спасибо, что были на моем канале, что досмотрели до последней серии и до этого момента. Ставьте обязательно лайки, спрашивайте, любые вопросы задавайте. Отвечаю всем, по крайней мере, первые там 2-3 недели после выхода видео отвечаю на все комментарии, которые вижу обязательно. Кто не подписался, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересное. И на этом пока. Еще раз жму руку. До свидания. Едет какая-то машина.